Всем привет! Сегодня будем обшивать мансардные потолки. То есть вот есть один наклонный скат с окошком и горизонтальная часть сверху. Для чего там профиль был, я не знаю. Возможно, кто-то и начинал работать, но не успел ничего сделать. Да, стенки эти тоже не наши. В общем, мы сначала соберем ровную часть, вот эту горизонтальную, а к ней приделаем наклонную. То есть мы ее соберем, зашьем гипсокартоном, по ней сделаем разметку и от нее пойдем вниз. Но сначала сделаем верхнюю часть. Сейчас повесим лазер и отобьем линии по картону, по стене и по стене слева. Проставляем отметки и отбиваем линии. По цементу мы отобьем, а по картону нарисовали одинарные черточки. Здесь у нас высота потолка не привязана к размеру плитки, поэтому делаем максимально высоко. По линиям разметки присверливаем направляющие профиля. Там, где цементная штукатурка, присверливаем, а там, где гипсокартон, прикручиваем саморезами. Здесь двухслойная обшивка, поэтому саморезы будем использовать 35-е. Периметр у нас готов. Теперь установим еще два профиля. Один направляющий вдоль ската с небольшим зазором и CD-шку, так чтобы она прошла мимо вентиляции. Каркас у нас будет двухуровневый. Этот профиль тоже будет стоять вдоль длинной стены. Закрепили профиля. И периметры у нас есть по всем 4 сторонам. Теперь нужно сделать разметку через 40 сантиметров вдоль стены по профилю и поставить поперечные перемычки из CD-шек. С профилем верхнего уровня мы их соединим коннекторами. Вот такими скобами. Основная сетка из профилей на месте. Теперь нам надо выровнять внешний профиль вот этот на подвесах, а точнее на половинках подвесов. Вот так каркас выглядит изнутри. Как видите, этот край пока болтается. На каждую стропильную балку мы поставим половинку подвеса. Таким образом, чтобы он находился вровень с профилем. То есть закручиваем в отверстие саморез по дереву 45-й. И под лазер выравниваем профиль, чтобы он был на одном уровне с настенным периметром. Закручиваем саморез для металла вот здесь. После того, как профиль выровняли на подвесах, надо лишнее срезать. И то, что висит вниз, согнуть. Потому что будем прикручивать гипсокартон, и он выйдет немножко за профиль сюда. Примерно на сантиметр. Вот, в принципе, с каркасом все.
почти. Потому что нам надо еще профиль верхнего уровня, вот этот, прихватить к одному из стропил. Где-то по центру. Это не основное крепление, вспомогательное. Оно просто распределяет нагрузку с каждого отдельного профиля на два соседних. Здесь мы будем использовать обычные уголки из УДшек. И, в принципе, каркас у нас будет закончен. Конкретно в нашем случае крепления не обязательно делать парными. То есть, с одной стороны у нас один уголок держит одну сторону профиля, а второй держит другую сторону профиля. И этого достаточно. Вот, в принципе, каркас у нас готов. Можно обшивать его гипсокартоном. Перед обшивкой нас попросили сделать комбинированное крепление для плафона и для люстры. Вот этот профиль один – это для крепления плафона. И сдвоенная доска внутри – это для длинного штыря с резьбой, чтобы крепить люстру, если она будет. Расположение светильника примерно по центру помещения. Конечно, провод мы вытащим наружу. Давайте посмотрим поближе, как это собрано. То есть доска сдвоенная, крепится к балке, к стропильной, с помощью подвеса и к стене на уголок. Теперь можно докручивать обшивку до конца. В подготовленных листах сделано отверстие для вентиляции и для провода. Центры отверстий находятся на одной оси. Итак, с ровной плоскостью мы закончили. Теперь можно приступать к разметке наклонного потолка. Для того, чтобы зазор между наклонным потолком и стропилами был поменьше, вот здесь, нам надо в первую очередь поднять стенку снизу, как можно выше. А уже после этого сделаем разметку. В первую очередь нам надо очистить верхнюю часть стены от пыли и грязи и загрунтовать ее. Поднимать стенку мы будем двумя слоями гипсокартона, первый из которых будет на каркасе. Направляющие надо будет приклеить сверху по этой стене. Вот эти профиля, на них мы прикручиваем гипсокартон, и уже этот гипсокартон приклеим сверху на стенку, на монтажный клей типа Perfix. По консистенции клей делается густой, так чтобы он не был текучий. Клей наносим и на гипсокартон, и на стенку сверху. Приклеивается гипсокартон таким образом, чтобы край профиля находился бы глубже, чем уровень штукатурки на один слой гипсокартона. Так делается потому, что первый слой у нас узкая полоса, а второй идет снизу доверху и перекрывает стык полосы и штукатурки. По гипсокартону клей просто стягиваем, а на поверхность стенки сверху накладываем довольно толстый слой, чтобы он закрыл все неровности бетона. Через сутки после приклеивания мы устанавливаем верхний профиль периметра. Он у нас свободно стоит, и мы соединяем его вертикальными перемычками с нижним профилем, для того, чтобы верхнюю УДшку закрепить примерно в горизонтальном положении. Перемычки поставим с шагом 40 см. В общем, мы собрали каркас полностью и выровняли его. То есть перемычки фиксируют профиль в горизонтальном положении с помощью саморезов. А по вертикали наш мини-каркас держит половинки подвесов, которые закручены в стропила крыши. Закручивать саморезы не очень удобно, но вполне возможно с длинной битой. Теперь нам надо этот каркас зашить по всей длине первым слоем гипсокартона. Итак, первый слой мы прикрутили, и он находится вровень со штукатуркой. Теперь
нам надо второй слой приклеить к стене и к гипсокартону. Для этого грунтуем стенку, разводим клей, но уже не густой, а жидкий, и с помощью импровизированного зубчатого шпателя наносим на гипсокартон. Затем прикладываем к стене, пристукиваем, выжимаем лишнее и так проходим по всей длине. При наклеивании нескольких листов гипсокартона нужно действовать достаточно оперативно, чтобы клей не успел схватываться. Готово. С помощью 2 слоев гипсокартона мы подняли стенку на максимально возможную высоту. Теперь нам надо сделать разметку для наклонной части потолка слева. И под таким же углом повторить ее справа. Для начала отбиваем примерную линию с учетом двухуровневого каркаса. От точки входа по маленькой стене размечаем горизонтальную линию. Это начало нашей разметки. Наклонную линию мы уже отбили максимально близко от крыши. Наклонная линия дает нам 2 точки входа. Внизу в маленькую стенку, вот здесь, и наверху в потолок. Эти 2 точки входа нам нужны для вычисления треугольника, который мы должны будем повторить на противоположной стороне. Уже имеющаяся синяя линия показывает нам край направляющего профиля, который находится внутри потолка. Заканчивается он примерно тут. Если разметка у нас не изменится, то верхний периметр для наклонного потолка пойдет точно по железу горизонтального уровня. Размечаем нижний периметр. Устанавливаем лазер и делаем одну отметку здесь, вторую с другой стороны. Вот она, наша горизонтальная линия нижнего периметра. Тут есть один прикол. Дело в том, что при разметке в этом помещении, вот во всем, я исхожу из того, что здесь уже есть правильная геометрия. Поэтому нет разницы, откуда отходить, от с этой стороны или от стены. На самом деле, если геометрии нет, то скат надо делать от той стенки, которая является частью ската. То есть вот этот треугольник мы должны замерить. Вот этот. Вот. То есть ставим лазер по отметке. Опускаем его вниз. И с этой точки меряем расстояние до стенки. У нас в данном случае 235 сантиметров и 1 миллиметр. Теперь мы вот это же расстояние откладываем здесь по стене. То есть 235 и 1. Делаем отметку и ее поднимаем вверх до пересечения с потолком. Вот это, в принципе, более правильный способ разметки таких потолков. С разметкой мы закончили. Все линии у нас есть по стенам, по потолку и снизу. Теперь можно прикручивать направляющие профиля. Сначала закрутим низ и вверх, потому что здесь есть одна небольшая тонкость. Дело в том, что профиля, которые не надо сгибать, то есть их 2 у нас, те, которые на стенах, они крутятся точно по линии. А вот те, которые мы будем полку загибать под плоскость, то есть на потолке и внизу на стенке, они идут от линии со смещением на 2 мм как минимум. Почему такое происходит? Потому что вот у нас, допустим, потолок. Вот вы прикрутили сюда профиль. И вот эту полку надо согнуть сюда, чтобы она была направлена вот так вот. При сгибании вот этот угол никогда не будет у вас острым. Этот угол будет всегда вот такой, закругленный. Если вы прикрутите профиль точно по линии,
вот, например, вот здесь, то профиль при сгибании выйдет у вас за линию. То есть у вас будет вот такой сдвиг. Поэтому профиль надо изначально убрать от разметки. Вот тут у нас разметка проходит. И при сгибании он у нас выйдет как раз вот сюда. То есть плоскость выйдет на эту точку. Поэтому делаем сверху от профиля до линии 2 мм. Вот здесь. И снизу тоже делаем 2 мм выше линии. Закрутили профиль. На всем протяжении попали в металл. Это хорошо. Шаг саморезов примерно 15 сантиметров. Теперь, что мы видим? У нас бортик внутренний у профиля выступает ниже линии наклонной. Это значит, что он будет мешать. Этот бортик можно или срезать, но это надо было заранее делать, или отогнуть вот так. Второй бортик тоже надо согнуть по плоскости наклона. Делается это обычными пассатижами. Вот этот примерно разгибаем. А здесь за несколько проходов выгибаем так, чтобы профиль лег по линии вот этой вот. Так, сверху готово. Снизу мы тоже прикрутили профиль, но подрезали его. Это как бы второй способ. То есть полка, вот эта верхняя, срезается до середины, и она уже не мешает, она уже не выступает в плоскость наклона вот этого. Затем прикручиваем боковые профиля. Вот тут видно как раз, благодаря тому, что мы отступили от линии внутрь пару миллиметров, то у нас сами плоскости по железу сходятся идеально. Если бы профиль у нас был точно по линии, то вот эту плоскость пришлось бы увести вот так вниз. Ну а так все ровно. После прикручивания периметра раскидываем каркасную сетку. Здесь у нас пока 3 профиля первого уровня. Всего их будет 4. 4-й профиль прерывается в зоне окна. Поэтому, чтобы его установить, нам нужна одна вертикальная стойка параллельно оконной раме. От этой же вертикали мы будем расходиться в стороны по 40 сантиметров. Первый профиль. Он у нас стоит параллельно окну. А это все остальные профиля. Ну, почти все, потому что надо добавить еще один профиль первого уровня в этой зоне и 2 CD-шки, которые проходят сквозь окно. Снизу, сверху. А для этого надо поставить сначала горизонтальные УДшки. После монтажа основной сетки каркаса устанавливаем двухуровневые соединители и подвесы. Это скобы. Подвесы. Подвесы можно порезать пополам, чтобы было удобно прикручивать их снаружи от профиля во внутренние отверстия. По балкам используем 45-е саморезы с резьбой по дереву. Итак, основную каркасную сетку из 2 уровней профилей
мы соединили между собой и выровняли на подвесах. Проверили по диагоналям. Все прекрасно по плоскости. Теперь надо закончить монтаж профилей в зоне окна. Здесь мы поставили профиля УД, направляющие, параллельно оконному откосу. Само устройство крыши не дает нам сделать открытый откос, поэтому делаем под 90 градусов. Минус толщину гипсокартона до профиля. С одной стороны профиль вставляется в настенный периметр, с другой стороны крепится через лепесток на 2 самореза. Затем по этому направляющему профилю, по УДшке, мы делаем разметку, которая продолжает модуль 40 см для наклонных стоек. Сверху готовим периметр и устанавливаем CD-шки. В готовом виде должно получиться вот так, как снизу. Тут мы уже все собрали. Наклонные стойки соединяются с поперечинами коннекторами для двухуровневого соединения. И все это выравнивается в общем на подвес, так чтобы находилось все в одной плоскости. По всем направлениям, разумеется. Вот это надо повторить сверху. Итак, сверху у нас все готово, снизу тоже все готово. Мы еще дополнительно установили один направляющий профиль слева от оконного проема. Это просто УДшка, мы ее вставили в настенный периметр и прихватили саморезами по металлу. Снизу прихватили и сверху. Тут так удачно получилось, что профиль плюс гипсокартон приходит точно в паз на оконной раме под 90 градусов. То есть ничего подрезать по профилям не надо было. В общем, следующее, что надо сделать, это обшить оконные откосы по кругу. Обшивать откосы с пазами – дело нехитрое. Вырезаем кусок гипсокартона, можно с запасом, забиваем одну сторону в паз на оконной раме и закручиваем саморезами по профилю. На углах стыковка делается таким образом, чтобы плоскости гипсокартона перекрывали друг друга. Затем нам надо продумать расположение обшивки основного потолка. Снизу вверх у нас пойдет короткий кусок. Между листами будет перемычка, то для нее краб установлен. От короткого куска вверх пойдет один большой лист. Затем справа от него большой лист пойдет уже снизу, чтобы была разбежка швов. И самый последний лист опять будет снизу маленький и потом большой. Итак, начинаем прикручивать гипсокартон. Одну полосу зашили полностью. Вырезали окошко. В общем, все нормально. Ставим следующий лист. Целый уже снизу вверх. А это упор для него. При обшивке под стыки-кромками любого типа обязательно устанавливается перемычка. Ну а нам осталось прикрутить пару кусков гипсокартона. Итак, все листы гипсокартона мы прикрутили. После обшивки на торцевых стыках мы сняли фаски. В принципе, это можно делать и заранее, с помощью кромочного рубанка. Но целые кромки удобнее прикручивать. В общем, потолок в этом санузле у нас готов полностью. И его горизонтальная ровная часть с люстрой и вентиляцией, и большая наклонная сторона с оконным проемом и откосами. Благодаря правильной геометрии плоскость гипсокартона здесь ровная во все стороны. И по вертикали, и по горизонтали, и по обеим диагоналям. На этом наше видео заканчивается, потому что плитка и отделка будут через какое-то время. Поэтому всем спасибо за внимание и до новых встреч!